Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Впереди светлый праздник, и я хотела бы, чтобы Пасха стала для вас оберегом, для ваших родных и вашего дома. Хочу поделиться с вами рецептом, который рассказала мне моя мама. Обычно она нам печет паски, но из-за ситуации в стране мы друг от друга очень далеко. И в этом году я буду первый раз печь эту паску. Поехали! Нам понадобится 300 грамм теплого молока. Добавляем дрожжи, сахар и ванильный сахар. Все хорошо перемешиваем ложкой, буквально пару минут. Тем временем ставим в микроволновку сливочное масло, чтобы его растопить. Добавляем его теплым и хорошо перемешиваем. Далее добавляем 4 желтка и хорошо перемешиваем ложкой. Также щепотку соли и просеиваем 700 грамм муки. У меня она уже просеянная, поэтому я просто ее добавляю по весу. Сначала вмешиваем муку ложкой, когда станет тяжело, начинаем вымешивать рукой. Собираем тесто в комочек и выкладываем на стол для того, чтобы было удобно его вымесить до однородности. Тесто должно быть мягким. После возвращаем опять в миску. Добавляем 1,5 столовых ложки постного масла и хорошо вымешиваем. Буквально пару минут. После накрываем полотенцем миску с тестом и оставляем его отдохнуть примерно на час, чтобы оно поднялось в 2-3 раза. При работе с дрожжевым тестом не должно быть сквозняков. Тем временем, пока поднималось тесто, мы подготавливаем цукаты, сухофрукты, все по желанию. У меня это цукаты из груши и сушеный манго. Это все, что я смогла найти. Также буду добавлять изюм, но перед тем, как добавлять, нужно пропарить в кипятке буквально 5-10 минут, просушить и посыпать крахмалом, для того, чтобы изюм в дальнейшем не выпадал из паски. Все хорошо вымешиваем, буквально пару минут. Снова накрываем полотенцем и оставляем отдохнуть еще на час. Тесто вот так вот красиво поднялось, и мы его еще раз вымешиваем и уже начинаем формировать в формочки наши пасочки. У меня обычные бумажные формочки 250 граммовые. Для такой формочки нужно 250-300 грамм теста для красивой высокой паски. Но я делала маленькие по 200 грамм. Для работы с тестом руки смазываем постным маслом, для того, чтобы оно не липло к рукам. Взвешиваем и начинаем формировать колобочек. Вот так вот и загибами вниз выкладываем в формочку. И так делаем с каждым кусочком теста. После сформирования накрываем пасочки полотенцем и оставляем примерно на час. Ставим в разогретую духовку до 170 градусов примерно на полчаса. Все зависит от вашей духовки. Смотрите по пасочке. Пасочка должна быть коричневой, но не подгорелой. Вот такая вот красота у меня уже получилась. Я снимаю формочку, так как она из-за жира потеряла свою красоту. Поэтому намного лучше будет без этой формочки. Сейчас покажу вам структуру теста. Это теплая пасочка, она очень нежная, очень мягкая и ароматная. Вот такая вот пористая структура теста. Аромат просто безумный. Тесто должно быть мягким, не забитым и воздушным. Пока остывают паски, я буду готовить глазурь. Я готовлю не обычную классическую глазурь, а швейцарскую меренгу. Рецепт меренги у меня уже есть на канале, вы можете найти ссылку в описании. Меренгу я готовила на 4 белка, которые остались с желтков.
Почему я выбрала именно ее? Первое, она очень легкая в приготовлении. Второе, можно сделать толстую шапочку на Пасху и будет намного больше глазури. А как мы знаем все, самое ценное в пасочке это побольше глазури. Как видите, упаковка испортилась, поэтому я ее снимаю и буду сейчас делать красивую большую шапку. Для того, чтобы сделать шапочку, нужно просто макнуть в меренгу и несколько раз прокрутить. Поднимаем, и у нас получится красивый вихрь. Посыпаем любой посыпкой, попкорном, цукатами, всем, чем вы любите, как вы считаете нужным. Мне больше всего нравится классический вариант, просто посыпать красивой посыпочкой. Также я делала одну большую паску, она идет 450 грамм, и на ней я хочу сделать потеки. Это сделать очень просто, большая столовая ложка, это можно выровнять этой белой шапочкой. Вот так вот накладываем, разравниваем и немножко ложечкой, где мы хотим, чтобы был потек, мы приспускаем глазурь. Если глазурь сделана качественно, никуда ваша глазурь не убежит. За ночь она засохнет и останутся эти шикарные, красивые, большие потеки. Также посыпала просто посыпочкой. Вот такая вот шикарная большая пасочка у меня получилась с такой большой шапкой. Если вам было полезно это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые рецепты. Обязательно берегите себя и до новых встреч. Пока-пока.